Звезда курятника. Огромные вот такие вот белые яйца. Кому интересно, можете посмотреть. Кто не рискует, тот не кушает молодую кукурузу. Идет, наверное, на выход. Запах должен быть тут приятный. Тоже. Кого только под ней нет. Куры живут у меня на даче сами. Я приезжаю к ним раз в несколько дней. Собрать яйца, убрать в курятнике, насыпать в бункерные кормушки зерносмесь. И во всех видео я своих показываю все, что делаю в курятнике. А сейчас иду собрать сразу яйца. Это будут яйца за 3 дня моего отсутствия. И сейчас посмотрим, что там у нас в гнездах. Новость дня. Помните, я совсем недавно купила вот этих белых курочек. Во-первых, первая новость, что курочки у меня уже не хрипят. Смотрите, они пили лекарства, антибиотики, я снимала вам видео. Слушайте, никаких хрипов нет. И, кстати, мне кто-то написал в комментариях, что это очень хорошее средство, которое тоже использовали при лечении вот таких хрипов у кур. И вот мои куры пили это лекарство. Вот, полностью. Больше у них ничего не было. И хрипов никаких нет. Это лекарство показало себя очень хорошо при лечении хрипов, лор заболеваний. А второе, смотрите, кто заметил? Кто заметил? Не отдает, не отдает. И смотрите еще что. И смотрите еще что. Вот, когда покупаете кур молодок, молодых курочек на яйцо, обращайте внимание на гребень. И вот из всего количества кур, которые вы выбираете, выбирайте вот такой гребешок, чтобы он уже свисал на сторону. Вот, это первый признак того, что курочка уже скоро занесется или же уже несется. Вот. 2 первых яйца есть. Молодцы! Вот такие они, смотрите, активные. Это кошмар. Они хотят просто выскочить, но не получится. Немножко я их еще здесь подержу. Планирую открыть этот вольер и выпустить их на свободу. Но немножечко еще пусть посидят. Теперь вместо лекарства я ставлю чистую воду им. Ну и, естественно, насыплю корм. И вот такие у меня 2 яйца уже беленьких есть. Это ведро с лекарством я забираю и принесу чистую воду. Пока заходите, пока посидите еще. Ну что ж тут вкуснее? Тут ничего нет, тут солома, тут ничего нету. Все, закрываю. Тут ничего вкусного нет. Все. Принесу им чистую воду. Хотели чистую воду. Поставила им уже водичку чистую. Хрипов нет. Для тех, кто не в курсе, этих курочек 4 белые курочки я купила на базаре и занесла в свое хозяйство хрипы и чихание, и сопли.
А вот эта одна курочка, это моя, которую вывела мне квочка. Но так как нет у меня свободного места, и мне пришлось этих покупных кур подселить к моим курочкам на карантин. Они у меня пили лекарства. Теперь все хорошо и даже уже несутся. Вот я думаю, что вот эта курочка, вот она, видите, у нее гребешок вот так вот на сторону. И вот думаю, что это она уже занеслась. Поэтому нужно ставить уже здесь гнездо. Поставлю им обычный ящик с соломой. И пусть пока несутся в него. Открывать этих кур и выпускать в основной вольер я все-таки планирую в ближайшее время, но только когда закрою вольер сверху сеткой, для того, чтобы коты не могли заходить в этот вольер. Иначе вот этих всех яиц мне не видать. А пока мои курочки закрыты, доступа сюда никому нет. Вот благодаря этому я увидела первые яйца. И благодаря этому яйца сохранены. Накрою общий вольер и тогда уже их выпущу. Вот когда покупаете курочек молоденьких на яйцо, обращайте внимание, особенно это если курочка несушка, обращайте внимание на гребешок. Он мало того, что должен отрасти, он должен вот так на сторону упасть. Вот, видите? Это значит, что курица несется точно. Это касается курочек, которых молоденьких, 4-месячных вы покупаете. Вот так вот, на бочок. Это точно курочка или несется, или вот-вот-вот буквально занесется. Сейчас отпущу. Такая красивая, такая хорошенькая. Такая хорошая. Но это еще не первый признак. Под хвостом смотрите клаку. Она уже становится полосочкой. Я вам рассказывала, когда кружочек, эта курочка не несется. А когда становится полосочкой, курочка несется. Это мое личный признак такой. Ну, хотите, меряйте пальцами. 2 пальца между лонными костями помещается. Тоже хороший способ определения, несется курочка или нет. Пожалуйста, можете так. 2 пальца. Вот здесь есть лонная кость. И вот я спокойно 2 пальца, даже еще половинка помещается. Вот тут лонная кость, 1 и 2. И между ними вот так 2 пальца. Прекрасно они ложатся. Значит, курочка уже несется. Ну и полосочка. Вот, смотрите. Смотрите. Я думаю, что видно. Явная полосочка. Видите? А когда кружочек, просто практически кружочек, курочка не несется. Это мои личные наблюдения. Еще раз повторяю. Вот такая вот у меня курочка-несушка, которая несет белоснежное крупное яйцо. Яйцо, не пугайтесь, оно вначале будет маленькое. Постепенно оно будет увеличиваться. Это так должно быть. Курица-несушка не может молоденькая сразу начать нести огромное яйцо. Поэтому сейчас маленькая, пару недель понесет маленькая, потом будет больше, больше. И уже зимой у нас будут огромные вот такие вот белые яйца. Не хочу пока застилать никакую подстилку в курятнике. Терплю вот такой ужас. Ну, почти терплю. Почти терплю, потому что вот так стараюсь приехать и хотя бы немножечко убрать. А почему терплю? Потому что хочу, чтобы куры все абсолютно неслись в гнезда. Потому что когда лежит подстилка, у некоторых из моих кур проявляется желание снести яйцо в подстилку.
И, естественно, его или потом скушать, или же приходит моя кошка его кушает. Поэтому в один день я подстилку убрала и получила сразу результат. Получила сразу то, что у меня куры пошли нестись в гнезда. И яйца все в яйцесборнике. Поэтому, чтобы тут абсолютного ужаса не было, по мере возможности вот так вот немного шпателем убираю. И немножечко здесь как бы навожу хотя бы приблизительно немножко порядок. Но подстилку пока сюда не собираюсь застилать. Иду в курятник за яйцами. Это гнезда у моих кур. Гнезда у них разные. Гнезда есть вот с такой дыркой. Вот. И гнезда есть у меня просто с линолеумом и с наклоном, со скатом яиц в яйцесборник. Сейчас я соберу яйца и покажу вам. Кому интересно, можете посмотреть. Вот такое количество яиц. Смотрите, как красиво разложены. Это яйца так скатываются по мере снесения яйца. 1 день, 2 дня скапливается, естественно, мусор. И уже на песочке уже не так катится яйцо. Вот, видите? Все показываю, ничего не трогала. И очень видно хорошо, как скатывается яйцо. В первый день моего отсутствия все яйца очень хорошо скатились в первый ряд. Потом пошел второй день, уже яйцо не докатывается, уже песочек появляется. Потом появляется какая-то солома. Ну и, конечно, сейчас видно самые любимые гнезда. Вот, где больше яиц, то и гнездо самое любимое. Вот, смотрите. Ну и, конечно же, чем больше дней я отсутствую в курятнике, тем больше яиц в этом яйцесборнике. Такие гнезда я сделала для того, чтобы куры не ели яйца. Ну и потом, когда прошло несколько лет, я поняла, что эти гнезда еще уберегают яйца от котов, потому что еще и коты, оказывается, могут кушать яйца. Прямо забирать их из гнезд. А сначала, конечно, цель изготовления таких гнезд у меня в хозяйстве — это уберечь яйца от того, чтобы куры их ели. Большое какое. И, кстати, белое. Это я к тому... Ой, что это? Видите, еще и даже в таких гнездах, когда уже скапливается мусор, яйцо курица может снести, и яйцо лежит на мусоре. И как только курица захотела его клюнуть, она к нему дотронулась клювом, и яйцо покатилось. И все равно она его не съела. Все равно это яйцо, даже и надклюнутое, ну, когда, смотрите, пленочка не повреждена, то я такое яйцо использую в еду. Конечно, когда яйцо уже там вскрыто, из него вытекает белок, то, конечно, такое яйцо я отдаю собаке. Вот, смотрите, даже 2 раза. Вот вмятина и вот такая вот штука. Вот, смотрите, сколько мусора. Вот.
Все это я убираю. Просто даже бывает и сухой тряпочкой. Но если какие-то есть необходимость, то и могу влажной. Курочка сидит, несется. Все, яйца все собрала. И вот вам покажу, как курица несется в таком гнезде без соломы. Вот, она уже идет, наверное, на выход. Вот так вот. Куры знают, что тут есть гнездо, заходят, несутся, яйцо скатывается в яйцесборник. Я приезжаю раз в несколько дней на дачу и собираю яйца. Бывает такое, что я могу уйти и забыть открыть это гнездо, которое с дыркой. Смотрите, тут сегодня 4 яйца. Все, теперь я убираю помет в гнездах. Конечно, заглядываю, потому что бывает и на помете задерживается яйцо. Смотрите, как курочка сидит. Видите? Не мешает ей эта дырка, не проваливается лапка у нее. Она просто сидит спокойно на линолеуме. И сейчас она снесет яйцо, оно упадет в эту дырочку и упадет вот сюда, на вот это мягкую подстилочку. Иду дальше собирать. Отдельно в домике у меня живут фавероли. Петушок фавероль и курочка. Вот. И опять, смотрите, опять яйцо на полу. Добраться до него еще тут не так-то просто. Несет на пол почему-то. А вот у курочки этой фавероль есть вот такое гнездо. И, кстати, она в него очень хорошо неслась. Почему она в него сейчас не идет нестись? Нету. Наверное, нужно его почистить. Я думаю, что нужно в нем убрать все и хорошо его почистить. Это может быть одной из причин, почему курочка перестала идти в гнездо нестись. Может быть, даже нужно обработать это гнездо. И рядом с фаверолями у меня живут шелковые курочки. Вот в таком домике. Кому интересно, как сделать такой домик, у меня есть видео, где я показываю подробно, как мы делали этот домик. В этот домик я в прошлый раз показывала, переселила квочку. А квочка у меня несется. Ой, смотрите, а квочка несется. 3 дня, 3 яйца. Молодец. Только что же она не донесла его в гнездо? Значит, кошка сюда не приходила. Класс, смотрите, беленькая снесла 3 яйца. И вот сейчас у меня эта шелковая курочка с петухом. И пройдет немножко времени. Кстати, меня спрашивали, с какого периода яйцо уже будет оплод, когда курочка начинает сидеть с петушком. Вот через неделю, через дней 10 точно уже эти яйца будут оплод. Если, конечно, петух хороший.
Здесь нету. Здесь нет. Так, и еще у меня. О, смотрите. Вот это тот случай, когда успевает курочка клюнуть, но яйцо падает в яйцесборник. Жалко, конечно, что такое происходит. Но вот я сейчас его рассматриваю. А смотрите, а это случайно не клыки кота? Может быть, тоже кошка здесь раскусывала это яйцо, и оно упало. Вот здесь оно, наверное, лежало. Она раскусывала это яйцо, и оно от нее вот сюда укатилось. Упала и оказалась в яйцеприемнике. Два вот этих отверстия напоминают клыки кота. Случайно ли не Маруся моя здесь была? Все, потому что за 3 дня должно было быть 3 яйца араукана, а у нас только одно, и то прокусанное. Потому что если бы мои куры хотели кушать яйца, то вот эти вот шелковой курочки яйца тоже бы уже были бы съедены. Поэтому я подозреваю, что это сделала кошка. Прекрасно она себя здесь чувствует. И цыплята без нее тоже прекрасно себя чувствуют. И пришла я в 3-й вольер, там, где живут у меня мараны и индюки. И сейчас посмотрим, что у нас в гнезде. Так, в гнезде 2 яйца. Все-таки индюшки несутся еще. Но уже вот одно индюшиное. И марана. Посмотрите, какое становится яйцо, когда курица выносится. Смотрите, какого оно цвета. Оно такое становится матовое и совершенно непонятного цвета. Капучино. Цвета капучино. Выносится курочка марана. И выносятся индюки, судя по гнезду. 3 дня они были без меня. Комбикорм у них есть в бункерной кормушке. Вода у них есть в чашечных поилках. Я вам рассказывала, что мои цыплята пили 3 дня соликокс. А вот сейчас я им уже налила чистую воду и добавила свою любимую аскорбиновую кислоту, которая является ветеринарным препаратом. Это не простая аскорбиновая кислота, которая продается в магазинах. Это аскорбиновая кислота, которая продается в ветеринарной аптеке. Меня часто спрашивают, как часто я убираю у цыплят. Смотрите. В прошлый раз я вам показывала, что я наслаивала сверху подстилку. И вот сегодня, смотрите, пришло время эту подстилку уже убирать. Это я смотрю по ситуации. Потому что точно сказать, когда это происходит, когда я меняю подстилку, невозможно. Потому что цыплята растут, и по мере роста это состояние подстилки меняется с каждым днем. Поэтому смотрю по состоянию подстилки и делаю замену. Сегодня как раз это
время пришло, и я сегодня буду менять подстилку, потому что вы видите, какое уже состояние. Сырости нет, но помет очень хорошо виден. Все, убираю всю эту подстилку и застилаю свежую чистую солому. Все, подстилку всю убрала, застелила свежую солому. Получается, вынесла отсюда 6 мешков. Комбикормом заносим, а мешками уже солому с пометом выносим. Конечно, жалко красоту такую убирать, но нужно для того, чтобы цыпленок кушал. Вот так. Чтобы цыпленок видел корм и хорошо кушал. Это вынужденная мера. Таких цыплят в таком возрасте я обязательно стригу. Вот еще курочка тоже. Если мы не уберем у нее... Вот, смотрите, видите, как она сразу все увидела. Ей так все интересно сразу. А надо еще и корм кушать, чтобы было интересно. Тогда ты будешь большая, красивая, толстенькая. Так. Очень аккуратненько. Вот так вот. Все, и теперь видно корм. Смотрите, поставила гнездо. Все, вьет гнездо. Представляете, как быстро куры находят место, где будет яйцо. И у меня скоро, буквально еще пару дней, и будет в день по 4 яйца. От вот этих 4 несушек. Только поставила гнездо. Просто обычный ящик. Положила туда сено, вернее солому. Привязала веревками, чтобы он не упал оттуда. И все. Буквально прошло пару секунд. Уже курица там. Ну вот, смотрите, у квочки помет есть. Все. Значит, я ее не трогаю, не беспокою. Все, пусть сидит дальше. Единственное, что помет, конечно, я уберу, потому что запах должен быть тут приятный возле квочки. Кушать и пить есть. Все, а помет уберу. И эта квочка тоже у меня вставала, смотрите. Поэтому я не трогаю, только уберу помет. Все. Здесь у меня сидит вот такая курочка шелковая, серая. Под ней яйца очень разные. И араукана, и шелковые, и марана яйца. Кого только под ней нет. Все, пусть сидит. Все, села.
Ну как они понимают? Она же неслась на пол. 2 яйца были на полу. Как она может понять, что именно сейчас надо снести яйцо сюда? Ну, выгребла солому, не без того. Вы представляете? А говорят, куры дуры. Нет, ничего подобного. Куры очень умная птица. 2 яйца на полу я нашла. Поставила ящик, и она прекрасно поняла, что я хочу от нее яйцо именно в ящике. Все, в ящике нужно нестись. Умница. Вьет гнездо. Хозяйка. Красивое у тебя гнездышко. Молодец. Не буду ей мешать. Приду попозже, посмотрю на белоснежное яйцо. И в этот раз тоже накосила травы. Несмотря на то, что у кур, смотрите, видите, сколько травы? Это с прошлого раза. Все сухое уже. А было очень много. Вот прошло 3 дня. И теперь я опять буду давать им вот столько много травы. Вот такую полную тачку в центральный вольер. И такую же полную тачку обязательно индюшкам. В 3-й вольер. Все, ждут. Конечно, в вольере, смотрите, все такое серое. Здесь все зеленое. Конечно, хочется зеленую травку. Несу уже вам, даю. Куры летом должны кушать много травы. Так устроено природой. И тогда ваша курица берет запас этих витаминов на зиму и потом несется хорошо круглый год. Первый год эта елка смерека дала шишки. Вот такие. Первый год она с шишками. Вот такая. Эту елку нам привезли из Закарпатья. Привезли несколько елок, но вот выжила одна. Вернее, прижилась. Вот такая смерека. Еще привезла много. Пусть кушают, мне не жалко. Сейчас трава хорошо растет. И я сейчас максимально хочу много травы им привозить.
Следующий мой приезд, возможно, времени не будет. И в следующий раз я, может быть, и пропущу кошение травы. Ну, молодец. Петух есть петух. Все, залез наверх. Вот что значит хозяин. Хозяин курятника. Молодец. Вот это я понимаю. Звезда курятника. Ну, уже за кукарекой для красоты. Будешь кукарекать? У индюшек травы просто море. Практически весь вольер застелен зеленой травой. Кушают сколько хотят. А мне интересно посмотреть, что снесла курочка Лигорн, которая сидела в гнезде. Давайте посмотрим, что она снесла. Так, не выходим. Не выходим. Ой, смотрите, а где солома? Ну, дает. А где вся солома? Всю солому сгребли вниз. Ну, хотя бы не зря сидела, хотя бы одно яйцо есть. Смотрите, какое белое-белое, чистое-чистое. Как стеночка, как известь. И вот такое маленькое яйцо будет некоторое время. А потом оно будет укрупняться. Меня очень часто спрашивают, когда же будет нести и вообще будет ли крупнее яйцо. Конечно, будет, не переживайте. Сразу молодые курочки, которым 4 месяца, они вот несут вот такое маленькое яйцо. Ну, а теперь что мне делать с этим гнездом? Если они выгребают отсюда солому, то смысла застилать я не вижу. Оставлю вот ящик без соломы и посмотрю. Потому что если куры выгребают солому из ящика, это есть вероятность того, что она однажды нанесет туда яйца и потом будет выгребать солому, и все яйца будут у меня на полу разбитые. Вот такое может быть. А так соломы нет, гребтись нечего. И просто в ящике будут лежать яйца. Вот посмотрю. Хотели бы убежать, да? Но пока посидите, пока начнете нестись, разнесетесь, а потом уже я буду вас выпускать. И придется подрезать крылья, потому что эти куры очень-очень летающие. Таким несушкам нужно обязательно подрезать крылья. Выбежала у меня одна курочка моя, молодая курочка. И как вы думаете, куда она побежала? Первым делом побежала к ракушке. Это кормовая ракушка. Вот так. Не к зерносмеси, а к кормовой ракушке она побежала. Цыплятам поставила еще вот такой дополнительный бак с водой, потому что им мало. 30 литров им мало. 2 чашечные поилки и вот такой бак на 30 литров.
Цветет калина, а это значит похолодание. Всегда так раньше говорили, как только цветет калина, сразу холодает. Все так и есть. Холодно. Холодно. Ночи холодные. А мы все равно ждем клубнику. Скоро будет. Вот так вот укрыто, потому что ночью очень холодно и даже в некоторых районах заморозки. Наконец-то высаживаю кукурузу, вернее, досаживаю. Я всегда вам рассказываю, что кукурузу я сажу в несколько этапов для того, чтобы все лето кушать молодой. Потому что кукуруза быстро устаревает и становится твердой. А для того, чтобы ее кушать все лето свежей, молоденькой, молочной спелости, сажу я ее в несколько этапов. Ну, в основном в 3 этапа. Первый этап — это когда я высаживаю картошку. Вот картошка у меня уже вот такая вот ранняя ривьера. И одновременно с посадкой картошки я высаживаю несколько рядов кукурузы на самую-самую раннюю. Это, конечно, рискованно, потому что возвратные заморозки могут повредить эти посевы. Но кто не рискует, тот не кушает молодую кукурузу. А вот уже вторая высадка у меня идет массовая. В основном вся основная масса посадок — это уже когда минует угроза заморозков. У нас сейчас ночами угроза заморозков, и поэтому, если видите, у меня даже переросла намоченная моя кукуруза. Я откладывала всю посадку, потому что ночью сообщают о заморозках на поверхности грунта. И поэтому я свою кукурузу все держала. Ну все, уже теперь я ее высаживаю, потому что видите, что чем дальше, тем уже это опаснее. Она уже перерастает. Вот, и сейчас я высаживаю основной свой посадочный материал кукурузы. И пройдет 2 недели, я еще посажу несколько рядов. Она уже, эта кукуруза, которая будет еще посажена через 2 недели, как раз в августе месяце, в августе-сентябре будет молоденькая. Высаживаю я очень просто. Вот так натягиваю, чтобы была ровная, вот так вот, ровный рядочек. Делаю вот такие вот ямки с помощью сапки. Вот. И в каждую ямку раскладываю по два зернышка кукурузы. И загребаю даже ногой, не используя никакой инструмент. Эта посадка кукурузы очень-очень быстрая. Вот так беру 2 вот таких вот проросших вот зерна, бросаю. И я точно знаю, почему я люблю садить намоченные семена. Потому что я точно знаю, что здесь кукуруза взойдет. А кое-какая здесь кукурузка не наклюнулась. И поэтому, если бы я ее посадила сухой,
были бы пустые места, а этого я не люблю. И вот так вот бросила 2 зернышка и тут же ногой закрыла. Все. И пошла дальше. Это у меня делается все очень быстро и автоматически. Поэтому посадка кукурузы это самое легкое. После посадки картошки, конечно. Я кукурузу закапываю, Маруся ее выкапывает. Может, хватит уже копать? Прямо в рядочке. Прямо там, где кукуруза.